Это великий немецкий поэт, прозаик, драматург и естествоиспытатель, автор бессмертного Фауста. Щедро сдобревал свою поэзию философией и житейской мудростью. Сегодня мы разберем его самые известные цитаты, которые наверняка положительно повлияют на вас. Обязательно досмотрите это видео до конца и в конце напишите, какая из цитат вам понравилась больше всего. Научиться можно только тому, что любишь. Возможно, кому-то это покажется очевидным, но, к сожалению, люди часто знают и понимают это, но никак не используют в своей жизни. Если вы хотите научиться чему-то, вам просто необходимо полюбить предмет изучения. Подумайте, что может вызвать у вас такие чувства к изучаемому, и сделайте все, чтобы каждый ваш урок был желанным. Тогда вы достигнете успеха в обучении. Тот, кто не надеется иметь миллион читателей, не должен писать ни одной строки. Иначе говоря, кто не верит в успех, пускай даже не начинает. Без веры в собственные силы вы мало чего сумеете достичь. Конечно, самоуверенным и излишне оптимистичным быть не стоит. Но нужно верить, что добиться успеха вам под силу. Если же вы изначально уверены, что обречены на провал, то вы вряд ли ошибетесь. Программируя себя на плохой результат, вы его и получите. Мир каждый видит в облике ином, и каждый прав. Так много смысла в нем. Во-первых, трудно не согласиться, что мы видим мир по-разному. Делаем различные выводы из одного и того же события, по-разному воспринимаем происходящее и так далее. Во-вторых, мы часто сталкиваемся с тем, что человек, как мы говорим, по-своему прав. То есть иногда мы можем считать одинаково правильными противоположные точки зрения. В-третьих, если соединить два предыдущих тезиса, мы можем наблюдать ситуацию, когда люди делают из одного события различные наблюдения, а из них различные выводы. И каждый из всех этих людей будет прав. Поэтому не относитесь слишком критично к мнению другого человека. Наверняка, с его точки зрения, это имеет какой-то смысл. Как жаль, что природа сделала из тебя одного человека. Материалов тебе хватило бы и на праведника, и на подлеца. О чем гласит данная цитата? Человек ни хорош, ни плох. Он сочетает в себе и добро, и зло. В самом плохом человеке есть что-то хорошее, а в каждом хорошем что-то плохое. Поэтому один и тот же человек в различных обстоятельствах может быть праведником и подлецом. Полностью искоренить плохое или хорошее, на мой взгляд, невозможно, но в наших силах минимизировать одно и максимизировать другое. Над этим и нужно работать. В жизни дело идет о жизни, а не о ее каком-то результате. Иными словами, смысл жизни не в достижении какого-либо результата, а в самом, простите за тавтологию, проживании жизни, в осознанности того, что ты живешь здесь и сейчас. Дело не в конечном результате, а в процессе его достижения. Недостаточно только желать, надо делать. Часто люди ограничиваются желаниями и мечтами. Но это только отправная точка. Если у вас есть мечта, нужно что-то делать, чтобы ее осуществить. Одними желаниями ничего не добьешься. В нашей жизни есть то, чего мы хотим, и потенциально можем добиться. Но ничего не делая для этого, как можно прийти к своей мечте? Как ее достичь? Надо делать, говорит нам Гёте. Напишите в комментариях, какая из цитат вам понравилась больше всего. Буду благодарна за вашу обратную связь. Обязательно поставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!